Всех приветствую на своем канале. Будем рассматривать оставшиеся элементы этого мода. Так что это заключительная или финальная серия. Что ж, буду рассматривать не все элементы, предупреждаю сразу, потому что с некоторыми элементами я элементарно никогда не работал. Вот, к примеру, лампа дистанционного компаратора. Делается она у нас из рычага, кристалла висмута и редстоунового фонаря. С самим компаратором я никогда не работал в Майнкрафте за все версии игры, сколько я играл, сколько себя помню, поэтому я не знаю, зачем он нужен как таковой. Далее пропущу я радиочастотный компаратор, монитор, удаленный монитор, вот это вот радиочастотного монитора, то есть он показывает у нас как-то связан с компаратором, поэтому я его пропущу, соответственно. И рассмотрим теперь наши лампочки. Shift правый. И вот тут мы вывешиваем лампы. Здесь мы их вывесили. И жмем на рубильник. Оп, и все загорелось. Все у нас включается дистанционно. Далее мы рассмотрим дистанционный датчик крутящего момента. Shift правый. На вал, к примеру. И вешаем на стенку. И смотрим. Он показывает нам скорость крутящего момента 30,4. Его крафт это шпиндель и то же самое, что и у предыдущих. Кристалл висмута и редстоуновый фонарь. Удаленный монитор жидкости. Он показывает у нас, соответственно, количество жидкости. Жмем Shift правый, зарегистрировали, и жмем правой кнопкой мыши, то есть повесить. Он у нас показывает жидкость в нашем бункере, скажем так, в нашем контейнере, сколько в нем содержится жидкости непосредственно. Для того, чтобы контролировать и не бегать каждый раз правой кнопкой мыши, кликать на каждый вот этот вот ящик с жидкостью. Вы можете их как-то подписать, типа масло, там азот, кайазот, вот это вот все. И чтобы у вас вот показывал, сколько там жидкости. Это удаленный монитор элемента. Он показывает у нас количество предметов в ящике, в сундуке. Давайте его повесим. Немножко топанул. Shift правый. Еще раз Shift правый, на всякий случай. И просто правой кнопкой мыши. Он у нас показывает количество предметов в ящике. Может пригодиться для автоматизации. То есть, извините, если у вас есть пыль, есть руды, чтобы вы знали их количество в каждом ящике, в каждом сундуке. Делается он из сундука кристалла висмута и редстоуновый фонарь. И последний дистанционный контроль температуры. Тут, к примеру, у меня холодильник работает, Shift правый. И вот мы повесим и посмотрим. Он пишет frostbite, то есть обморожение. Он показывает у нас температуру на расстоянии. Здесь вот климат-контроль нужен, кристалл висмута и редстоуновый фонарь. Здесь для предметов, как я уже показал, сундук нужен. Для крутящего момента нужен стальной шпиндель. И для жидкости, соответственно, нужно ведро. Как видите, крафт у них везде однотипный, только изменен последний элемент. Следующее, что мы рассмотрим, это у нас платформа телепортатор. Делается она у нас из двух шерлов. Термоэлектрический материал, кристалл висмута и 3 любых стекла. Этот термоэлектрический материал делается у нас на пресс-форме, который для этого надо кристалл висмута, титанат стронция и свинцовый слиток. Сама пресс-форма делается из слитка инструментальной стали, 2 штуки, и слиток висмута. Слиток висмута делается из блока висмута, а блок висмута делается из блока пыли висмута, который делается в свою очередь из висмутовой пыли полностью. Фу, наконец-то рассказал это все. Плавка у него пылающая духовка или выплавка, потому что он первого уровня считается почему-то. Давайте воспользуемся этой платформой. Верни меня обратно. Для того, чтобы она работала, имейте в виду, нужно, чтобы было холодно. То есть, к примеру, я здесь поставил,
Видите, индикатор не горит. Давайте я поставлю теперь кусок льда. И здесь загорится индикатор. То есть, для примера сейчас даже покажу. Где-нибудь здесь. У меня здесь где-то турбины. Котловые вот эти вот есть. Вот так вот мы поставили. Жмем правой кнопкой мыши. То есть зарегистрировать координаты. И жмем теперь вот сюда. Вот так вот мы зарегистрировали. Вот тут он загорелся. И все. А обратно мы уже не можем, потому что он показывает, что он подключен. Но из-за того, что здесь духовка, он отказывается работать. И для того, чтобы он работал, нужно, чтобы здесь была температура холодно. Сейчас я ее сделал нормальной. Все еще нормальная. И она здесь не изменится, потому что у меня здесь блок магмы. Если, к примеру, я поставлю эту платформу здесь, поставлю кусок льда, зарегистрирую правой кнопкой мыши, разводным ключом, и вот привяжу ее к этой. Все будет изумительно работать. Вот так вот. Подходим, встаем и телепортируемся. Очень удобно и замечательно. Следующий предмет у нас, который мы рассмотрим, это будет, соответственно, передатчики этих вот предметов. Чтобы ими пользоваться, ну, для начала давайте рассмотрим, как они делаются. Принимающая панель делается у нас из незер кварца, стальной шпиндель, кристалл висмута и 3 стекла. И отправляющие. Это шерл 2 штуки, стальной шпиндель, кристалл висмута и 3 любых стекла абсолютно. Чтобы ими пользоваться, вам для начала нужно это все дело привязать. То есть жмете Shift правый на сундук. Вы поставили принимающий элемент сначала, вот он. Жмете потом ключом правой кнопкой мыши, привязали к сундуку. И отправляющий элемент вот сюда. Shift правый. Как вы вот могли заметить, сейчас даже немножко покажу. У них есть индикатор. Вот он серый. А вот тут он уже голубенький. Это значит, что он работает. Ему тоже нужна температура холод и ниже. Теперь давайте его привяжем к сундуку. Вот видите, тут вещи есть. Вот там у нас приборная панель показывает 80. Вот это вот оранжевенькая. Теперь ее подключаем и смотрим. Вот они все наши предметы телепортируются из одного ящика в другой, соответственно. Вот так вот. Следующее, которое мы рассмотрим, у нас панель принятия и отправки жидкости. Делается она аналогичным образом, только заменяем шпиндель на ведро в этих двух крафтах. Давайте посмотрим, как это работает. Вот, к примеру, у меня есть молоко. Пускай будет она у нас отдающая. А вот тут вот я, к примеру, хочу, чтобы молоко попало, даже не знаю, вот сюда, к примеру. И сюда вешаю принимающую. Привязываю принимающую правой кнопкой мыши. Иду, привязываю передающую правой кнопкой мыши. И вот наше молоко все передается. Все успешно вот сюда доставлено. Из точки А в точку Б. Есть более сложная система для транспортировки предметов. Это портал передачи. Делается он уже посложнее. Это 4 серебряных слитка, асинхронный двигатель, шпиндель из инструментальной стали, BSKKO слиток 2 штуки и, соответственно, ядро передачи. Ядро передачи это 4 висмутовых кристалла, это 4 шерла, окаменелость принцессы или черный опал, на ваш выбор. Когда вы его сделаете, имейте в виду, для его работы вам нужно, соответственно, чтобы было, во-первых, холодно, вот как здесь. Если я его поставлю сейчас, где у меня блок магмы стоит, вот здесь, он не будет работать, он погаснет, соответственно. Давайте это сейчас покажу, о чем я говорю. Нет, давайте. Вот, видите, он погас. Потому что здесь не подходит ему температура. Вот, или жидкий азот.
Вот так вот. В него можно закачать жидкий азот при желании, как вы вот видите. Вот сюда, здесь будет жидкий азот содержаться. Или же вот просто поддерживать холодную температуру. Сейчас я покажу, как это все работает. Это все повыкидываем, это все мусор. Предмет от входа и предмет от выхода. Это карта передачи предметов. Вот, к примеру, у меня есть два сундука. Здесь у меня микробы, а здесь у меня пусто. Вот она, карта передачи, вход, вход и выход. То есть входит сюда и выходит отсюда. Вот так вот я полагаю. Сверху у нас устанавливается вход, а снизу выход. И смотрим. Да, я опять все напутал. Сидел с ними, разбирался и все равно все напутал. Вот, ставим вход и ставим выход. И вот, все у нас складывается. Вот так вот, как вы видите. Вот мы берем наши карточки. Вот тут на карточках указано, что это вход. Вот он. На координатах 830, то есть вот, это у нас вход. Сюда все, что мы положим, будет телепортироваться. Давайте я обратно положу, чтобы это все было видно. И вот так вот все у нас работает. Вот давайте заберем ключ и заберем наши дрожжи. И вот ключ. И все прекрасно у нас работает. Давайте поменяем теперь местами карточки. Нет, здесь местами менять карточки нет смысла, потому что сюда вот подписаны. То есть сверху вход, снизу выход непосредственно. Давайте поменяем теперь местами. Здесь вот было показано вот эта координата, вот эта вот координата, извиняюсь, входа, а вот это выхода. То есть сюда мы ставим Shift правый, выход назначаем, а здесь Shift правый, вход. Сейчас мы ставим это все обратно в устройство. И сейчас, как вы видите, все перемещается. То есть так можете перемещать удаленно предметы из одного ящика в другой. Посредством этой прекрасной машины. Вот так-то она работает. У предметов она отображается светло-синим цветом. Я бы сказал бирюзовым. И теперь рассмотрим их, как делаются. Делается из стекла любого, кристалла висмута и двух незер кварцев. Это у нас был вход, а вот теперь выход. И также рассмотрим заодно жидкости. Карта, вот они, вход, как я и сказал. А вот он выход. А здесь уже используется Шерл. Карта передачи жидкости. Вход. Это карта и ведро. То есть карта входа. И карта выхода. Вот. Карта выхода предметов. Только вот с ведром уже. Давайте их задействуем. Тут мы уже все это использовали. Давайте, к примеру, отсюда уберем. Вот это вот все поубираем безобразие. И сделаем, это у нас вход. Все, что у нас будет входить. К примеру, сюда будет входить. И будет это все у нас выходить непосредственно отсюда. Если я ничего не напутал, то сейчас пойдет процесс. А я опять напутал. Да, я опять все напутал. Вход у нас здесь, выход у нас здесь. Да, я вот все время путаюсь с этими картами. И вот у нас все прекрасно переливается. Здесь у нас вход, здесь у нас выход. Давайте сейчас еще раз для чистоты эксперимента. Здесь мы назначим вход, а здесь мы назначим выход. И ставим наши карты. Вот она зажглась фиолетовеньким. И вот наша жидкость перекачивается.
уже без вот этих вот помп, которые были. Давайте сейчас посмотрим. Вот без вот таких вот помп. И при всем при том, вам нужно сделать всего вот такой вот портал передачи. Но у него недостаток в том, что ему нужен крутящий момент 128, по-моему. Сейчас даже посмотрю. Нет, крутящий момент 32. 128 это с другим предметом я перепутал. И, соответственно, ему нужно, чтобы было холодно. Такие вот дела с вот этим вот интересным предметом. Также мы рассмотрим прямо сейчас, наверное, следующий предмет, не отходя от кассы. Это динамиты. Динамиты можно сделать, если у вас уже есть реакторная обработка. Вот она. Пользоваться ими очень просто. И они имеют дистанцию взрыва как на земле, так и под водой одинаковую. Сейчас это все покажу. Это не... Вот ночного зрения. И вот так вот мы закладываем динамитик под водой. Shift правый. И вот достанем, к примеру, лук. Сейчас посмотрим, как он у нас взрывается. И вот так вот он взорвался. Как здесь и указано. 9 на 9 на 9. Делается динамит из 6 бумаги, бутылки с нитроглицерином и нитроглицериновая пыль. Пыль делается из хлопкового цветка и слезевик. Это я уже показывал в разделе бактерий, как делаются бактерии. Там его вы можете получить, соответственно. Или же в реакторной обработке. Азотная кислота, серная кислота и хлопковый цветок при температуре горячо или кипения. Это все можете кликать и вот смотреть, как синтезировать. Вот, к примеру, серная пыль и вода. При пылающей духовке и выплавке мы получаем серную кислоту, которая нам нужна будет для создания азотной кислоты. Так же, как и серная кислота. Вот она, это была серная. Меня что-то не туда понесло. Вот она. И азотная. Вот она серная, вот она азотная. Это серная кислота с пылью селитры. И мы получаем азотную. Выплавка и пылающая духовка нужно для этого дела. Соответственно. И так вот капля нитроглицерина. Можно использовать. Даже не можно, а нужно. Это масло и вода. Мы будем получать мазут и вот каплю нитроглицерина. Ну ладно, не буду вдаваться в подробности крафта, это может вообще надолго затянуться, поэтому пойдем дальше. Шелковый динамит. Это 6 бумаги, бутылка с нитроглицерином и нитроглицеллюлозная пыль. Вот это вот. Которая делается из пакета с аммиаком. Аммиак я уже показывал, как делать. И упаковка азотной кислоты. Это я уже тоже мельком показал, как делается азотная кислота, аммиак. И мы получаем аммиачная нитратная пыль. Ну, вот так вот, короче. Что делает этот динамит? Если мы его положим здесь, Shift правый, и его активируем путем взрыва вот так вот с лука, он взрывает предметы, как здесь также 9 на 9 на 9, и он имеет шоковое касание, то есть предметы без повреждений получаете вы. И Анфо. Анфо это вид взрывчатки такой. Shift правый установить. У него радиус уже намного меньше. Вот так вот, 5 на 5. Делается он, соответственно, проще. Это вот любая горючая жидкость, то есть пакет этанола, мазута или же масло, бумага и аммиачная нитратная пыль, которая вот делается таким вот, по сути, простым способом. С этим мы разобрались, это мы осветили. А теперь перейдем к следующему разделу, который у нас остался здесь на повестке с автоматизацией и всех вот этих вот предметов. Это то, что я говорил. Вот эти вот
нанесение инструментов. Я вроде как это упоминал. Теперь сейчас это все рассмотрим. Посмотрим, как они делаются и как их использовать. Давайте сразу возьмем наковальню. Пожалуй, это у нас к декору относится. Вот он, наковальня. И поставим ее здесь где-нибудь. Первый. Инструмент для хромирования. Дает эффективность, остроту и силу. Делается он у нас через реакторную обработку. Это серная кислота, вода, щелочная пыль. Я уже показывал, как ее делать. Покажу снова. Известняковая пыль делается. Из нее делается, соответственно, это. Цинковая и хромовая пыль. Нормальная, прохладно или тепло. Реакторной обработке подходит ей температура. Что мы с этим можем сделать? Если у вас есть соответствующие уровни, вы можете зайти на наковальню и использовать этот вот инструмент для покрытия бурой. Хромирование. Буру мы еще не рассматривали. И вот мы будем получать эффективность, острота. Давайте сделаем и возьмем еще раз этот же предмет для хромирования. Где он тут был? И снова его воспользуемся им. И вот мы уже повысили эффективность 2, острота 2. Давайте еще возьмем инструмент хромирования. Побольше сразу. И вот так вот. Все. Это максимальное. Вот так вот это аналог книг зачарования. И насколько я помню, небесная кара. Нет. Защита, прочность, проводник, откидывание. Нет, уже нельзя его воспользоваться еще чем-то. То есть одноразово. То есть что-то одно можно использовать. Следующий у нас это инструмент для покрытия бурой. Это у нас бумага, фосфат аммония и бура сама. Сама бура получается у нас из песка, если ее дробить в каменной мельнице или же в молотковой. Что она у нас еще дает? Делается она при температуре тепло, нормально или прохладно в реакторной обработке. Жидкости дополнительной не требуется. Фосфат аммония это у нас делается из аммиака и все. Только аммиак. И фосфорная кислота при температуре духовка, пылающая духовка. Тут делают вода, фосфор и тоже духовка, пылающая духовка. А фосфор у нас делается из апатитовой пыли, песка и угля. С добавлением воды мы получаем фосфор и гипс. Вот такой вот запутанный немного рецепт. Рассмотрим никелирование. Делается из никелевой пыли, фосфорная кислота и щелочная пыль. Мы уже это рассматривали, поэтому пойдем дальше. Цинковый галевический инструмент. Вот это название вычурная серная кислота, железная пыль, цинковая пыль, щелочная пыль. Это у нас тепло, нормально или прохладно, температурный режим для создания в реакторной обработке. Следующий у нас предмет это будет вот это я рассматривал. Что-то их так много гальванических. Он делается у нас из щелочной пыли, фосфорная кислота, оловянная пыль, висмутовая пыль. И с добавлением серной кислоты. Фосфорная кислота делается у нас, соответственно, из фосфора. Так, следующий инструмент покрытие огнем. Пожалуй, нехитрый рецепт. Это у нас серная кислота, огненный порошок, золотая пыль, щелочная пыль. И тут температурный режим. Прохладно, нормально и тепло. Инструмент покрытия зельем, шипы и ядовитая стрела. Пожалуй, один из лучших. Тех, что здесь я видел сейчас. Паучий глаз, щелочная пыль, мазут. И последнее покрытие пластиком. Это у нас синтетическая капля, мазут и вода. И дает она нам подводное дыхание, подводная ходьба и шоковое касание.
Ну, вот так вот мы рассмотрели вот эти вот покрытие инструментов. Ручная приманка это то, что накладывается на удочку, и, соответственно, ее можно сделать как на верстаке, так можно ее и выловить с очком, когда будете ловить предметы. И что тут еще я не досмотрел, это вот катализаторы. Катализаторы, которые здесь есть, но которые я не показал. Висмутовый катализатор делается через пресс-форму. Титановый катализатор тоже делается через пресс-форму, как видите, титановая пыль, алюминиевая пыль и кварцевая пыль. Висмутовый катализатор, два висмутовых пыли, алюминиевая пыль и кварцевая пыль. И блейзовый катализатор тоже делается через пресс-форму. Сама же пресс-форма делается из двух слитков мельхиора и огненного порошка. Висмутовый пресс-форма, два слитка мельхиорового серебра и висмутовая пыль. И титановый. Титановый у нас делается из двух слитков мельхиорового серебра и титана. Никелевый аналогично. Только вместо титана уже никелевая пыль. Все это устанавливается вот здесь. Во время обработки это будет требоваться. Потому что если кликнуть на нее, а потом правый нажать, и можно увидеть рецепт изготовления. Вот как, к примеру, мыло. Это пепел и семенное масло. Пепел вы можете получать в камере сгорания при сжигании угля или дерева. Или каких-то иных предметов, которые могут давать пепел. Ну что ж, на этом и завершается наш обзор, наше путешествие по моду тепло и климат. Вроде как здесь все разобрали, все рассмотрели, основные вот эти все моменты. Если кому-то будет интересно посмотреть на вот это вот процесс готовки, то есть вот она кулинария, создание брони, одежды, вот этой вот модовской, можете писать комментарии под видео. Если это интересно, я потом, соответственно, если будет свободное время, займусь съемками вот продолжения вот про одежду и про вот готовку, как я уже упомянул. Потому как это уже последняя серия, как я и сказал. И больше уже выпусков по этому моду не будет и не намечается. Что ж, всем благодарю, всем счастливого дня.